привет! Добро пожаловать на мой канал! А у нас сегодня финальный персонаж из серии Disney «Алиса в стране чудес». Один из ярчайших персонажей этого произведения, без которого ну никак нельзя. Это же, конечно, безумный шляпник. Не самый простой в плане рисования, как, например, гусеничка, но это только на первый взгляд. Постаралась сделать побольше подсказок, чтобы максимально упростить задачу. На самом деле все не так уж и сложно. Убедитесь сами, досмотрев это видео до конца. Ну что, поехали на разбор схемы. На этот раз осевая центральная линия у нас проходит через центр ноготка и делит его на две равные части по вертикали. По горизонтали делим ноготок на три равные части. От пересечения верхней горизонтальной линии и оси начинаем рисовать его мясистый нос. И тут же сверху вписываем два маленьких овальчика. Это глаза. Наш шляпник широко улыбается. Рисуем рот в форме гамака, где крайняя нижняя точка у двух кривых совпадает с осевой линией. Смотрите на подсказки. И немного из основ анатомии мимики лица. Сокращение скуловых мышц оттягивает и приподнимает уголки рта, а сокращение круговых мышц глаза приподнимает щеки. Поэтому верхнюю часть щек мы нарисуем высоко, прямо на уровне нижней границы глаза. Приподнятые брови в данном случае также выражают эмоцию искренней радости. С двух сторон изогнутыми линиями обозначим его волосы, а сверху линию его цилиндра. Воротник рисуем как две галочки-птички. Прямо посередине между этими галочками рисуем кругляш. Это узелок его банта на шее и от него верхней границы самого бантика. Одной из особенностей этого персонажа являются его зубы, а вернее его выдающиеся два передних зуба, как у кролика. Вот такая схема у нас вышла. Теперь остается только раскрасить. Как обычно, базовый цвет лица светло-бежевый. Так как частично контур в финале так и останется прорисованный коричневой краской, то и нам не обязательно его закрашивать. Но если у вас не получается, то потом по границам можно будет пройтись еще раз для четкости. Ах да, я забыла сказать про ухо, когда мы рисовали схему. Смотрите, персонаж у нас в полупрофиль, следовательно, на уровне обычно бровей, но тут брови у нас приподняты, поэтому здесь мы ориентируемся на верхнюю границу глаза. И от этого уровня уже рисуем ушко вниз. Обратите внимание, как наносим краску. Я уже говорила в предыдущих видео, но повторюсь и даже сделала вот такие подсказки.
Краску мы как бы стягиваем вдоль границ контура плавными движениями от внешнего края внутрь раскрашиваемой области. И, как всегда, не забываем про светотени.
Чтобы волосы приобрели правильную структуру, сначала по волосам прорисуем черные линии, а между ними ярко-белые. Это создает эффект прядей. Ну и, конечно, фон. Как и на других ноготках, он белый. Кстати, если вы все еще не посмотрели видео по другим персонажам из Алисы, то все ссылочки я уже оставила в описании. Ну что, покрываем топом и просушиваем. И вот такой забавный шляпник у нас получился. И если вы посмотрели все видео из этой серии, то знаете, как нарисовать всех ключевых персонажей из этого мультфильма. Ставьте лайки, комментируйте, и если не подписаны, то прямо сейчас это сделайте. А я с вами прощаюсь на сегодня. Всем хорошего настроения, всех люблю, пока-пока и увидимся!